Окей, поехали. Александр Сафронов, известный на всю Кубань, я бы сказал, политический деятель, ж- блогер, потому что я подписан на Красный Темник, я его читаю регулярно, многие люди там пишут, у которых я до этого брал интервью. Теперь Александр у нас. И первый вопрос: что-то кроме Красного Темника еще ведется? Какие-то соцсети? Ну, то есть я говорю про Телеграм. Я понял, Андрей, здравствуйте. Ну, ситуация такая. Вот и вам, и зрителям, которые нас потом будут смотреть, говорю так. Вот я не сторонник анонимных каналов. Я никогда не вел и не считаю возможным вести анонимные каналы, которые, значит, ну вот, именно я веду как автор. Я считаю правильным вести каналы от себя. То есть там написано, кто ведет канал. Там, соответственно, ну, моя позиция представлена. То есть, ну, это, как мне кажется, ну, честно. Ну, либо, например, условно, может быть, когда-нибудь там создам канал какой-нибудь, например, там, ну, там будет написано, условно, там, я редактор, или там, я ведущий, или там, я админ и так далее. Мне кажется, это правильно, потому что те, кто смотрит, они должны понимать, значит, ну, если мы говорим там о публичной политике, с кем имеют дело. То есть, ну и, соответственно, кто за всем этим стоит. Понятно. Ну, я знаю, что есть еще на Ютубе, по-моему, канал у вас. Уже, наверное, года два не веду, объясню почему. Потому что активная депутатская деятельность, да, вот встречи, помощь людям, ну, я муниципальный депутат, понимаете, я же не депутат там Госдумы, значит, она требует очень большого приложения сил. Ну, тем более, что, ну, на самом деле, это же неоплачиваемая общественная деятельность. Ну вот. Видео, да, это хоть и как бы видеопроизводство, но все-таки производство. И, соответственно, этим надо заниматься, то есть либо иметь, ну, кого-то в штате, да, кто Мгм. помогал бы, там, снимал, монтировал и так далее. То есть, ну, мне тяжело, я пока, ну, как бы это дело приостановил. Нет-нет, что-то выкладываю такое, да, но Telegram мне нравится чем? Оперативностью, быстро наснимал, чуть-чуть порезал, выложил, ну, получил какой-то, ну, отклик. Понятно. Хорошо. Значит, такой вопрос, немножко знаю ответ на него. Как часто политик Александр Сафронов освещает деятельность государственных и муниципальных органов в своем телеграм-канале? Часто. Ну, смотрите, вот, ну, не знаю, вот слово политика, ну, наверное, оно, конечно, ко мне применимо, да, но в первую очередь я считаю себя активным гражданином. Мгм. Соответственно, я как муниципальный депутат сталкиваюсь регулярно со всякими разными, ну, общественными явлениями, давайте это так назовем, которые не являются вот сферическим конем в вакууме, да, а являются производными общей ситуации. Ну, например, приезжаю, люди говорят, у нас на районе нет поликлиники. Поликлиники, вот у нас в Краснодарском крае, это вообще не муниципальное дело. То есть всю медицину из муниципалитетов забрали, передали в край. Мгм. А, и когда мне говорят, например, да, что вот, ну, поликлиники нет, я понимаю, что как муниципальный депутат я тут мало что там на самом деле могу сделать, хотя очень хочется помочь, ну, понятно, мы пишем письма, запросы там и так далее, да, вот, но без понимания общей ситуации тут не обойтись. Или, например, другая ситуация, например, вот сейчас с жителями одного из микрорайонов города разговаривал, да, там в чате переписывались, у них в парке, ну, скажем так, не очень трезвые жители там или ну, элементы всякие, да, вот буянят, а милиция там не едет или едет долго. Вот, соответственно, вопрос, а почему так милиция? Потому что сложилась специфическая ситуация, когда сотрудников участковых, да, их дефицит в городе. Соответственно, это тоже общая ситуация. Более того, вот, допустим, возьмем Краснодар, да, мы с вами оба, в общем-то, краснодарцы. И, Да. соответственно, допустим, у нас в городе какая особенность, да? Колоссальная разница между а, тем, сколько статистика рисует численность населения, и тем, сколько в нем проживает реально.
Ну, допустим, там по статистике, грубо говоря, 1 300 000. А в реальности это, ну, я думаю, что уже больше 2 миллионов, по крайней мере, чиновники там, ну, в таких разговорах, да, значит, не публичных, они признают, ну, просто по цифру, по округам складываем, и получается за 2 миллиона. То есть у нас стат погрешность 1700-800. У нас не все регионы даже имеют такую численность, и далеко не все столицы регионов. А у нас это стат погрешность. А это ж, извините меня, от этого закладывается количество, ну, условно, там, врачей, учителей, детских, ну, мест в школ, детских садах. То есть это все учитывается, ну, в плане там денег и финансов, и поэтому город, ну, в колоссальной степени недофинансирован. Мгм. А, Я читал, что Александр, вы освещали деятельность властей в социальных сетях, и из-за этого были претензии. Именно к тому, как освещается эта деятельность. Как часто это случается? Регулярно. Понимаете, кубанская политика, ну вот не привыкли они долгое время к публичности. Особенно, вот, ну, сейчас еще более или менее, ну, как бы привыкли, да, и, ну, конечно, претензии регулярно какие-то высказываются, да, но, по крайней мере, вот без, прям, ну, без надрыва. А первые там год, полтора-два, это было вообще что-то. Ну, вот представьте, оппозиции, то есть коммунистов, да, так не было в городской думе, ну, весьма долго. Значит, а активных вот таких депутатов, Мгм. оппозиционеров, того дольше. И когда я туда зашел и начал снимать, ну, просто вот, ну, снимать, выкладывать, ну, там это не встретило понимания у многих старожилов, скажем так. Вот. И более того, фактически, вот и я когда туда зашел, они, ну, как депутат вот, стал, они еще снимали, допустим, вели трансляции планерных заседаний. Потом они это прекратили. В неформальном разговоре мне было сказано, ну, это надо тебе контент, сам снимай. Я говорю, да при чем здесь я, при чем здесь контент? Давайте вот, ну, просто мы будем снимать заседания, планерки и выкладывать это на YouTube. Это же не, ну, ничего не стоит фактически. Какой там глухая оборона? Они, ну, по положению, они основные заседания, то есть раз в месяц, они ведут прямую трансляцию. Но они ее специально не сохраняют, они ее специально после этого удаляют со всех сервисов. Поэтому, как говорится, что мы записали, выложили, окей. Мгм. Ну и, соответственно, я плюс сам себя записываю. Понятно. Ну, чтобы за слова не отвечать потом, за те обещания, которые не дают, и за вообще за свою деятельность. А вот такой вопрос. Это внутренняя политика города, ну то есть мы знаем, что есть управление внутренней политики в крае, есть соответствующие люди в городе. Кто больше, скажем так, отдергивает и говорит, что нет, не так надо, по-другому надо освещать нашу деятельность. Из города, из Краснодара или из края? Вы знаете, я не могу сказать, что вот сейчас мне кто-то там прям рассказывает, ну вот за последний год я не помню, что мне прям там звонили и говорили, вот, ну, что ты там наснимал. Вот первый год-два, да, было. А сейчас в основном так, ну вот зачем ты, ну что ты, ну неужели ты не мог вот как-то по-другому? Вот тут даже, понимаете, дело не в обещаниях. Тут дело больше в том, что периодически, ну, задаются острые вопросы или, например, значит, ну, какие-то неожиданные ответы. И, значит, ну, бывает очень, ну, такая интересная информация. Вот этой информацией вообще, в принципе, публичность, они не хотят делиться. Это же на самом деле общий тренд. Это общий тренд. Посмотрите на власть. Она все менее открыта и все больше зацикливается в себе. Опять же, это тоже естественно. Чем больше проблем, у нас же, посмотрите, каждый год ухудшаются законы о выборах, да, Да. значит, одни препятствия, другие препятствия, теперь вот этот ДЭК несчастный, вот, это все приводит к большей трудности для оппозиции, да, значит, наблюдать за всем этим процессом. Чем сложнее наблюдать, тем проще жуликам набрасывать. Чем проще жуликам набрасывать, тем меньше им вообще люди нужны для того, чтобы, ну, избираться. То есть вот это, ну, эта система на самом деле обратной связи, с обратной связью. Понятно. Раз мы заговорили про выборы, я помню, что вы выдвигались в качестве альтернативного кандидата на должность губернатора Краснодарского края в 2020 году, если я правильно помню. Все верно. Выборы будут в сентябре 25 года, и Вениамин Иванович уже идет, он
по крайней мере, президенту об этом сказал, что он идет в губернаторы. Александр Сафронов собирается ему составить конкуренцию в этом году? Вы знаете, ситуация какая? Ну, решать не мне, решают товарищи, но я сразу скажу, что моя кандидатура в том числе рассматривается, да, вот, вышестоящими партийными органами. В принципе, ну, к моей кандидатуре относятся в партии положительно на эту тему. А, ну, Понятно, что в текущих условиях, с текущими выборами, да, ну, наверное, давайте так, вот дипломатично скажу, маловероятно победить провластного кандидата на выборах в таком регионе, как наш, в электоральном султанате. Но при этом мы все равно получаем трибуну. Я, допустим, как кандидат, ну или кто-то, если вдруг не я пойду, получит возможность выйти на телевизор. Мгм. Меня по телевизоре не ждут. Значит, получим возможность печатной площади, значит, в муниципальных газетах, где и нас никогда не печатают. Мгм. То есть, на самом деле это все равно для любой оппозиции это шанс и возможность сказать о наболевшем. Потому что если вы откроете любую там госгазету или муниципальную, там будет ситуация такая. Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. У нас только чуть лошадь закашляла, а так все, вообще все замечательно. Вот. И так сверху донизу. А в реальности проблем в обществе такое количество, что мама не горюй. И эти проблемы, ну, они не являются нерешаемыми, просто их нужно обсуждать, озвучивать и искать пути решения, чего зачастую власть не хочет принципиально. И поэтому я считаю, что оппозиция должна по возможности участвовать во всех выборах, даже вот, ну, которые вот проводятся в сложные условия, как у нас. Заведомо невыигрышный, понимаю вас. Да, я участвовал в наблюдении за голосованием. Это просто годы жизни выкинуты за несколько дней. Очень вас понимаю. Скажите, пожалуйста, а как вот на промежутке в 5 лет, скажем так, с 20 по 25 год, изменилось желание жителей, ваших избирателей, вообще жителей края, участвовать в ваших социальных сетях? То есть видите ли вы, ну, понимаю, что вы публикуете, смотрите реакцию на ваши публикации, больше жителей стало приходить и больше стало писать. Или я вот вчера читал «Красный темник», и вижу, там активно идут обсуждения. Или наоборот, вы видите какую-то апатию, что люди как-то сказали, да черт с ним, не будем мы вмешиваться, мы вне политики, не будем писать. То есть как они? Более активны, менее активны, боятся чего-то или наоборот более активно выступают? Но, смотрите, на самом деле однозначно ответить на ваш вопрос достаточно сложно. С одной стороны, безусловно, людей, которые в принципе активно ведут там свои соцсети, активно участвуют в сетевых обсуждениях, их в принципе становится больше. Ну, в силу естественных причин. Да? Приходит молодежь, этой молодежи все больше, и даже старшее поколение, кому там 60, да, уже теперь 70 даже, да, уже теперь с телефонами, с WhatsApp, телеграммами. Мгм. Понятно, что тем, кому 90, вы, скорее всего, там телеграм-канал не заведете. Вот, но уже даже моя мать, а ей на секундочку 75 лет через месяц, значит, она пользователь Телеграма. То есть она может читать и, в принципе, даже что-то написать. Люди моложе, для них это все еще проще. Соответственно, поэтому таких людей, в принципе, стало больше. Дальше. И я так, ну, в цифрах прям совсем точно не скажу, но, по-моему, на прошлых выборах, да, у меня там было, ну, подписчиков 500-600, ну, совсем мало. Теперь уже, ну, практически 4000. Мгм. Соответственно, подписка увеличилась. Я понимаю, что 4000 это не так много, но я никогда не накручивал ботов, не гнался. То есть у меня каждый подписчик это живой конкретный человек, житель, соответственно, нашего города, региона, значит, который, ну, так или иначе следит за моей деятельностью и, соответственно, с кем мы коммуницируем. А для меня, в свою очередь, это возможность, ну, хотя бы в случае чего, ну, помимо того, чтобы информировать о своей деятельности, в случае чего крикнуть «караул». То есть, когда нас, Черкасовым, как я считаю, абсолютно незаконно и вообще абсурдно привлекали за сбор подписей, как за якобы организацию там митинга или демонстрации, я так и не понял, да, публичного мероприятия, Мгм. значит, возможность иметь, вот и у меня, и у Виталика, мы ведем там телеграм-каналы, возможность иметь, ну, что-то сказать, да, что у нас там пришла полиция, нас прессуют, да, это очень здорово. Соответственно, подхватили паблики, пошел резонанс, и, ну, в принципе, мы
по нашим меркам легко отделались, там 25 тысяч штрафа, а могли увидеть не так легко отделаться. Вот, поэтому в том числе это еще моя некая защита, то есть я, ну, могу с помощью этого что-то вот, ну, показать, что происходит. Хотя, конечно, это второе. Главное это информирование. Главное это доведение до широкой общественности, что вот смотрите, вот такие у нас проблемы. Или вот такое мое мнение на решение там, этих проблем. То есть, ну, вот как-то так. Иногда, понимаете, вот те же заседания городской думы, я часто записываю вопросы, которые задаю, ответы. Вот иногда, кстати, что-то ну, забываю записать или не успеваю там неожиданно. Вот, если бы они эти трансляции сохраняли, было бы намного интереснее и удобнее. Но, увы, как есть. Понятно. Эм, В некоторых регионах России отключают, в том числе и Telegram. Ну вот мы знаем, что под разными поводами, там, в Дагестане, в Чечне, еще где-то замедляют YouTube. Есть ли у вас мысли о том, что надо, например, развивать альтернативную площадку, ну, условные там ВКонтакте, условные Одноклассники, Дзен, там еще в ТикТок, например, выходить. То есть перестраховываться и, раз вы сказали, что публичность это в том числе ваша защита, иметь этой публичности больше в разных соцсетях. Были такие мысли? Вы знаете, были, ну, я что-то иногда во ВКонтакте выкладываю, но на самом деле, как мне кажется, да, тут же вопрос не в самой там, соцсети, да, не в самой платформе, вопрос в принципе. То есть есть ли цензура или нет. Если власть захочет ее врубить, значит, она это сделает. Я вообще сторонник, ну, честно говоря, ну, такого адекватного подхода. Ну, допустим, вот если власть имеет претензии к Ютубу, так вы скажите, дорогие друзья, условно, платформа не соблюдает наши там законы. Мы ее там пошли в суд, мы ее осудили и забанили. Ну, соответственно, вот, допустим, как Facebook, да? А так нет, нам рассказывают про устаревание оборудования. Интересно, а что же оно не устаревает? Тут, ну, опять же, в силу законодательства не могу сказать, да? Но есть такая замечательная штука из трех букв, да? Вот как Мгм. только ее врубаешь, эту штуку из трех букв, моментально оборудование уже не устаревшее. И все хорошо показывает. Вот, ну, честно скажите, тогда уж, я за честную политику. Я думаю, что так или иначе, ну, средства коммуникации, если вообще есть возможность высказаться, оно найдется, да? Пускай это Мгм. будет даже там, ну, там, Дзен, ВКонтакте, что-нибудь, да? Это не такая большая проблема. Главное, чтобы не было цензуры, потому что если власть скажет, дорогие, вообще на нас косо смотреть нельзя, раскрывать рот нельзя, а любая критика будет приравнена к измене Родине, и, соответственно, дальше расстрел, ну тогда никакой ВКонтакт не поможет. Александр, вот как раз сами подвели меня к следующему вопросу. Спасибо вам огромное за это. Есть ли цензура, и есть ли самоцензура у тех, кто выступает? Что вы знаете, например, о давлении на гражданских активистов, общественных деятелей, блогеров в Краснодарском крае? Вообще, вот слышали о том, чтобы кого-то за публикации прям вот так явным видом осудили по беспределу? Ну вот, смотрите, давайте так, разделим две вещи. Первое. Цензура и самоцензура есть в любом обществе. В любом обществе есть какая-то грань, за которую переходить нельзя. Другое дело, что эта грань, она должна быть четко артикулирована, все ее должны понимать, и она должна быть внятно прописана в законодательстве. Мгм. То есть вот, ну, чтобы правила игры были понятны, да? Мгм. А что касаемо, допустим, ну, здесь цензуры у нас, давления политического и так далее. Но я вам скажу так, с элементами цензуры, именно политической, я встречаюсь часто, потому что мне даже вот мои коллеги, журналисты, которые работают в том числе там в государственных или прогосударственных, да, там провластных, вот так давайте будем рассказывать, да, провластных медиа, да, они мне часто говорят о том, что, Саша, мы вот как раз хотели о тебе там написать или о твоем день, но нас дернули там за руку. Допустим, вот один из таких случаев недавно произошел, когда писали об одном из сюжете, как вернули, значит, в муниципальную собственность там землю в одном месте, да, я там тоже принимал участие, но журналисты, значит,
взяв интервью там у общественных активистов, сразу сказали: ребят, вы Саше передайте, что ничего личного, просто нам сказали, там его нельзя. Мгм. Вот, ну, власть, на самом деле, она себя в этом плане защищает максимально. То есть оппозицию на телевидении, в газетах не ждут и на радио. Мгм. Это самое, про государственных СМИ. Хотя сказать, что тут полный тотальный запрет, так, ну, такого тоже нет. Соответственно, в СМИ я бываю, значит, высказываться, ну, периодически удается. То есть, в целом, ну, пока какой-то такой, знаете, компромисс имеется. Что же касается политических каких-то репрессий, то, конечно, значит, я за других говорить не буду, я вот только за себя скажу. Вот Мгм. пример. Когда осенью по генплану мы протестовали, значит, по многим отношениям, потому что я считаю, что генплан абсолютно вредный для города, как муниципальный депутат я против, и дело даже не только в моей позиции, в жителей против. Я там получил сотни писем Мгм. с просьбой на это дело повлиять и не голосовать за это, что и было сделано. Но когда мы начали собирать подписи против застройки зеленой зоны, нам, соответственно, вы можете на телеграм-канале там посмотреть все, да, к нам пришли полицейские и, ну, фактически нас, так сказать, ну, немножко репрессировали за, значит, нашу позицию. Ну, потому что обвинить людей, которые собирают подписи и ничего кроме этого не делают в организации, там, грубо говоря, незаконного митинга, это надо постараться. Или, например, другой пример, да, когда значит, я стал депутатом, власть очень быстро убедилась, что, ну, я говорю то, что считаю нужным, и, ну, я не буду там плясать под их указку. Значит, и типа, Саша, не поднимай неудобные темы. Я это, соответственно, делаю и буду делать, насколько силы позволят. Значит, они организовали против меня типа антикоррупционного дела. Теперь, как говорится, внимание, гусары не смеяться. Мгм. Значит, в 2006 году, когда я заканчивал, значит, вуз, я взял в кредит что-то там, принтер, по-моему, что-то такое. Вот, и, ну, я отдал деньги, ну, там, ну, банку, там, в течение 2 лет. Я не помню, прошло много лет. А Мгм. оказывается, банк, значит, не закрывает нулевые кредитные счета. Значит, и они обнаружили, а я это не подал в декларацию, я об этом просто забыл, ну, не знал, что если ты отдал банку деньги, само по себе там не закрывается. Вот у меня висел там 18 лет замороженный кредитный счет. И они возбудили дело, антикоррупция, меня сняли с должности там председателя комитета по образованию и так далее. То есть, ну, это вот, ну, чистые политические репрессии без всякого. Мгм. Такой вопрос. Люди поднялись, много волонтеров поехали в Анапу. И потом с ними, с этими волонтерами, начали случаться какие-то случайности. То сгорела гостиница, в которой они отмывали птиц, то потом кого-то остановили на берегу и начали допрашивать. Как вы думаете, это формы давления на волонтеров, на такое низовое движение? Я в такое не верю. Я, более того, я, ну, все-таки как бы общаюсь со многими чиновниками, ну, ну, в основном, конечно, в рамках такого личного общения, да. Вот, нет, я в это в такое я не верю. Другое дело, что особенно по первоначалу организовано было все властью очень плохо. Мгм. Более того, моя основная претензия к региональным властям, что они первые ну, грубо говоря, там первые 2-3 недели утверждали, что, ну, все, мы там все порешаем, мы сейчас собственными силами все. А я вот, ну, я поехал туда, по-моему, я не помню, первая поездка была 20 какого-то 21-го, там 22-го, вот что-то такое, уже сейчас в числах не помню. Я приехал, я увидел берег этот, извините, засранный, и я ужаснулся. Ни разу не специалист, ни разу не эколог, но посмотрев на километры вот этого всего, ну, вы можете видеть там у меня в канале, я понял, что, ну, случилась катастрофа государственного масштаба. Мгм. Соответственно, и надо принимать меры. А наш губернатор, если вот вспомнить, там даже была прямая линия с президентом России, он даже на прямой линии утверждал, что мы там справимся, есть, конечно, проблема, но мы там ого-го. Вот. А выяснилось, что мы не ого-го, и сил краевой власти не хватает. Ну и плюс, опять же, проблемы, да, проблемы в организации вот этого всего. Окей, в это вы не верите.
Один вопрос, так, уже пошли по персоналиям, по горячему. Вы наверняка, ну, я насколько помню, была критика в ваш адрес со стороны Вадима Харченко, автора канала «Личное мнение» из Геленджика. Мгм. Его в марте месяце осудили на 7 лет. Как вы думаете, давление это на власть или там реально была просто криминальная какая-то история? Вы знаете, я скажу так. У меня с Вадимом был личный конфликт, и личный конфликт не с моей стороны, а с его. То есть, Мгм. соответственно, если ну, вы внимательно посмотрите, вот его там претензии, да, Мгм. к мне, значит, я так в этих претензиях, ну, по факту ничего не обнаружил. И, ну, по итогу, вот еще до там начала СВО, до всего момента, это же все случилось там 19-й, 20-й год, да, Мгм. Да. 21-й, значит, он, ну, фактически обливал меня грязью, нецензурной бранью, площадной, значит, абсолютно, ну, облыжно. Я из этого сделал выводы, скорее всего, его кто-то об этом попросил. Но я Понятно. не верю, что можно вот просто так вот на незнакомого человека, абсолютно не разбираясь, не вникая в детали, вот просто поливать грязью. Началось уже с того, что он предъявил претензии, значит, ко мне как кандидату на тему того, что я педагог. Мгм. Да, но это может сделать только человек, который вообще не представляет, что такое, ну, педагог, что это не легкая весьма работа, что это Мгм. тяжелый труд. Я ну, я 12 лет преподавал, ну, 13 даже можно сказать, что. Вот, и я горжусь результатами этой работы. Многие мои ученики сейчас занимают, ну, хорошие там карьерные позиции, в том числе, кстати, в органах власти. Поэтому ну, услышать про себя на старте, значит, что ты ничтожество просто по факту того, что ты 12 лет преподавал, ну, это весьма странно. Поэтому выводы я делал нехорошие. Что же касается его суда, то, понимаете, там все было засекречено, я не могу вам ничего сказать по существу. Что там было, чего да как. То есть в эту степь я лезть не хочу, потому что, ну, все-таки считаю, что человек должен высказываться ну, о том, о чем он имеет четкое, конкретное, понятное представление. И суть дела. Там без понятия. Понятно. А еще, извините, ну, мы же должны как-то острые вопросы я должен задавать. Что за история с Климовым? Что за последняя публикация, где он причислил вас в разряд предателей, насколько я понимаю? Вы знаете, ну, я так В скажу, на том каждом... числе, то есть там А, было большое количество людей, и в том числе он особенно выделил Сафронова зачем-то. ну, зачем-то вы лучше у него спросите. Я Он не отвечает, я пытался. Могу сказать следующее. Когда та же ситуация с генпланом началась, и мы начали протестовать, значит, против зеленой зоны, тут же прибежал Сережа, значит, и Мгм. давай врубать властную повестку по поводу того, что здесь не зеленая зона, а мусорка, жители колоссальной степени неправы, и вот ее надо застроить, это все религиозным сооружением, и будет счастье. Вот. Более того, значит, каждый раз вот такое от него идет в тот момент, когда власти больно. То есть вот буквально, значит, в понедельник я выпустил анализ результатов праймерис ядра, ну они же там на прошлой неделе, Мгм. Да-да-да-да. значит, Да. предварительное голосование проводили. Мне позвонил один из чиновников и сказал, ну хорошо, Саша, мы сейчас врубим антикриз, и буквально там через полчаса, 40 минут понеслось от Сережи. Ну, я сделаю для себя вполне однозначные выводы. Когда человек яростно постит фотки с властями, ну, можно посмотреть его канал, а потом Да-да-да. набрасывается на оппозиционеров, которые эту власть критикуют. По-моему, тут в принципе ну, больше в комментарии не нужно. К сожалению, пока не добился от него ответа на предложение дать интервью. Завершая, у нас осталось 9 минут. Каким образом вы видите для себя будущее вот своей активности в социальных сетях? Она будет развиваться, ее будут больше прессовать, больше будут требовать от вас цензуры, самоцензуры, или наоборот, вы видите для себя шансы, например, в связи с будущими губернаторскими выборами, расширить свою деятельность, например, стать блогером, там, миллионником в ТикТоке?
Андрей, ну, честно говоря, блогером-миллионником я вряд ли стану, потому что блогеры-миллионники — это люди, которые непосредственно работают, вот именно там, создают видеоконтент в режиме нон-стоп. У меня совсем другая история. То есть я занимаюсь, ну, тем, что раньше называлось правозащита, сейчас это слово не модное, но на самом деле вот это именно так. Мгм. То есть я занимаюсь защитой прав граждан. И, соответственно, исходя из этого, значит, ну, как бы строится моя деятельность. Что касаемо, значит, того, что будет дальше, так это же зависимо, ну, дело же не во мне, вы поймите. Дело, в принципе, вот в тех трендах и тенденциях, которые есть сейчас. Я, например, считаю, что нету у нас других, и у нас я имею в виду у страны, других вариантов построить нормальное светлое будущее без свободных, честных выборов. А Мгм. для этого нужна разность мнений, значит, нужна свобода слова и возможность для людей сопоставить, значит, различные точки зрения. Да? М, Вот в этом вопрос. И поэтому я выступаю против трехдневки, против электронного голосования. Да? Дело не в том, грубо говоря, что будет конкретно со мной. Дело в том вообще, будет ли у нас конкурентная политика. Потому что так или иначе, вот мы говорим о чем, да, вот у нас городская дума Краснодара. Городская дума не принимает законов. Законы все принимаются наверху, в Москве. Вопрос, зачем нужны городские депутаты? Они нужны в первую очередь для того, чтобы контролировать действия чиновников. Вопрос, а какие механизмы контроля может врубить Единая Россия, если их по факту избирает не население, а вот эти вот все чиновники, которые таким образом специфичным организуют выборы. И что, например, можно требовать с мэра, который не избирается народом? А фактически также номенклатурно назначается. Давайте вот вещи своими именами. Более того, сейчас даже они даже поправку приняли на федеральном уровне, что в столицах регионов, в столицах субъектов, да, невозможно прямым голосованием избрать мэра, а вот только посредством там, голосованием депутатов. Я же почему обратил внимание на результаты праймериз Единой России в Краснодаре? Потому что, с моей точки зрения, вот мое личное мнение, как говорится, оценочное суждение, что он тотально фальсифицирован. Мгм. Казалось бы, да, ну, это дело единороссов, пусть что угодно делают. Но проблема в том, что, во-первых, это правящая партия, ну, это как бы, ну, фактически это тотально доминирующая, практически монопольная политическая сила. Вы посмотрите на любой парламент. Тотальное доминирование Единой России. Почему так? Ну, мы все понимаем, да, как это работает. Но, значит, от того, что у них там происходит, ну, зависит многое. Это первое. Второе. Те люди, которые, ну, таким же образом проводят, вот у них праймерис, они же будут и выборы так проводить. Это два. И третье. Политики, которые выбрались таким образом, они не видят ценности в голосах избирателей. Они по-другому этот мир воспринимают. Они видят, как это все делается, как это можно повлиять. Кстати, как раз-таки в том числе, вот у меня на югах подробный анализ вышел, да, там с цифрами, с фактами и так далее. Вот, там можете посмотреть. Как раз-таки в том числе и потому я колоссальным образом против Дега. То есть вот оно, что бывает, когда даешь фальсификаторам в руки компьютера кнопки. Вот. Соответственно, еще раз говорю, мое мнение, оценочное суждение, тотально все фальсифицировалось, и мы получили, знаете, такую микромодель предстоящих выборов. Мгм. Я против этого. Я за то, чтобы власть была подконтрольна народу, никаких других форм, кроме прямой вот демократии, чтобы люди нормально выбирали депутатов, выбирали мэра, выбирали нормально губернатора, да, соответственно, никакой другой возможности я не вижу. Поэтому я за это топлю. Еще раз говорю, дело не во мне. Дело в том, что другой модели эффективно работающей власти, кроме формирования ее на честных конкурентных выборах, нету. Понятно. Александр, я вас хочу еще раз поблагодарить за столь быстрый ответ для меня, как для текущего жителя Испании. Когда человек так быстро отвечает, это очень приятная неожиданность. Спасибо за четкие ответы. Ну, у нас есть еще там 3 минуты за завершающее слово. Что угодно зрителям можете сказать на свой выбор. Вы знаете, я бы вот, обращаясь ко всем нашим зрителям, возможно, кто-то подкаст там потом будет слушать, да, Да. я бы сказал бы так. Несмотря на все минусы вот нашей сегодняшней жизни, я верю в светлое будущее. Но светлое будущее может быть только у людей, которым не все равно, что происходит в округе. Классик сказал, что самые темные дела
в мире, да, они происходят посредством равнодушия. То есть вот не будьте равнодушными, пожалуйста. Не относитесь к той территории, к месту, к городу, поселку, где вы живете, равнодушно. Помните, что все, что происходит за окном, оно в первую очередь происходит, ну, грубо говоря, благодаря нашему невмешательству. Мы все должны активно бороться с тем, что нам не нравится, и наоборот бороться за то, чтобы нам казалось правильным, нормальным и справедливым. Не быть равнодушным. Вот главный мой посыл. Мгм. А, Соответственно, приходите на выборы. Приходите на выборы в воскресенье. Вы можете там, если я вам не нравлюсь, ну, голосуйте за кого-то другого. Но приходите на выборы и, соответственно, выражайте свое мнение. А еще прикольнее, если вы придете наблюдать. Я понимаю, что жизнь наблюдателя сейчас, участь наблюдателя, не сахар. Но другого, опять же таки, пути сейчас помешать жуликам все просто подтасовать и переписать, ну, нету. Соответственно, и так получилось, что сейчас партия КПРФ фактически единственная в Краснодарском крае, кто набирает корпус независимых наблюдателей, обучает их, дает направление и, соответственно, препятствует фальсификациям. Ну, так уже несколько лет на самом деле. На любых выборах сейчас в крае, да, в нашем электоральном султанате, значит, происходит столкновение власти, чиновников в лице Единой России против оппозиции в лице КПРФ. Соответственно. И мы не всегда проигрываем. Зачастую мы получаем достаточно нормальные, приличные результаты, которые, по крайней мере, позволяют нам присутствовать в публичном поле и защищать права людей. По тому же, например, условно, там, генплану, только партия КПРФ, наши депутаты, ну, вот, мои товарищи, высказали против. Мы организовали серию мероприятий, и по многим моментам власть сдала назад. Да, у нас не получилось в целом этот генплан запихать в мусорку, но ничего. Значит, лиха беда начала. Многие как раз-таки во время этой борьбы осознали, что от их голоса что-то зависит, что можно собираться, что в митинге нет ничего страшного. Они же нас послали митинговать в сквер Кленово, это у черта на рогах, у Чхоз, Кубань. 12 километров от центра города. Ничего, мы даже там собрали несколько сотен человек. Мгм. Будьте активными, относитесь к своему городу, к своему краю, как к родному и близкому вам. Отличный посыл. Другого дома у нас у всех нет. Соответственно, если мы хотим в этом доме жить нормально, хорошо, мы должны понимать, что все это так или иначе зависит от нас. Замечательно. На этом завершаем. Огромное спасибо. До Вам свидания. спасибо. Всего До хорошего. свидания.